Вот и прошла уже большая часть осени, и мы традиционно подобрали для вас самые интересные и полезные новости из мира здоровья и медицины. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня в выпуске ученым удалось вырастить искусственный мозг из кожи. Уникальную пересадку легких провели российские хирурги. Биологи научились управлять бактериями, синхронизировав их с компьютером. И многое другое. Кормление грудью укрепляет здоровье матерей. Не секрет, что грудное вскармливание полезно для детей. Оказывается, у него есть еще один плюс. Новое исследование, проведенное в США, показало, кормление грудью увеличивает продолжительность жизни женщин и снижает у них риск смертельных заболеваний, таких как рак груди, яичников и матки. Согласно данным другого исследования, грудное вскармливание защищает детей от болезней и набора веса. Дети, находившиеся на грудном вскармливании и не принимавшие антибиотики до отнятия от груди, в будущем пили меньше антибиотиков. Кроме того, индекс массы тела у них был меньше. Ученые попытаются сделать людей бессмертными. Специалисты из Техасского университета уже знают, как в теории можно это сделать. Нужно просто переместить сознание и всю накопленную в течение жизни информацию из умирающего тела в новое, созданное специально для этого. А вот на практике ее реализовать будет сложно, пока технологии не достигли необходимого уровня. Исследователи планируют провести ряд экспериментов. На данный момент они набирают добровольцев, готовых в них поучаствовать. Специалисты считают, возможность переносить сознание появится через 29 лет. А американский физик и популяризатор науки Мичио Каку уверен, что люди смогут обрести бессмертие с помощью интернета. По его словам, в конечном итоге интернет превратится в сеть мозгов BrainNet. При помощи нее мы сможем делиться в сети мыслями и эмоциями. В будущем у каждого человека будет два диска с записью его генома и записью коннектома, карты связи нервной системы с воспоминаниями, ощущениями, личностью. Даже после смерти наш геном и карты нашего сознания сохранятся. Ученым удалось вырастить искусственный мозг из кожи. Эксперимент был проведен в Кембриджском университете под руководством нейробиолога Мэдлин Ланкастер. Человеческий мозг – очень сложная сеть. В нем более 100 миллиардов нейронов, соединенных синапсами. Для создания искусственного мозга использовались стволовые клетки, полученные из образцов кожи. Их обрабатывали витаминами, питательными веществами, а потом помещали в биогель. Ощущения и чувства выращенный учеными мозг формировать не может. Однако он подойдет для изучения различных заболеваний, таких как шизофрения и аутизм. Доброта делает людей счастливыми, показало исследование. У тех, кто совершает добрые поступки, снижен риск депрессии и нервных срывов. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Секрет в эндорфинах, улучшающих настроение, которые выделяются в организме людей, когда те проявляют доброту к окружающим. В новом исследовании приняли участие около 100 человек. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа в течение исследования занималась волонтерской деятельностью, а вторая вела привычный образ жизни. В конце исследования специалисты заметили, участники из первой группы были меньше подвержены стрессу по сравнению со второй группой. Они постоянно испытывали умиротворение и радость. А добровольцы из второй группы оказались агрессивнее. Кроме того, у них был повышенный риск развития депрессии. Эксперты советуют пить пиво, отказавшись от крепких напитков. Любители пива могут порадоваться. Ученые заявляют, что хмель, содержащийся в напитке, позволяет уменьшить негативный эффект, производимый алкоголем на печень. Эксперты доказали это на примере грызунов, служивших животной моделью неумеренного потребления спиртного. Университет Фридриха Шиллера установил, пиво меньше вредит организму по сравнению с напитками на этаноле. И хмель играет здесь не последнюю роль. Статистика тоже выступает в пользу пива, а ведь крепкий алкоголь в большей степени связан со смертью от болезни печени. В рамках эксперимента самкам мышей давали пиво с хмелем, особое пиво без хмеля или чистый этанол. Через 12 часов проводилась проверка, которая показала, мыши, потреблявшие пиво с хмелем, имели меньшее скопление жира в печени, чем мыши, потреблявшие этанол. А вот потребление пива без хмеля приводило примерно к такому же уровню жировых отложений в печени, как и потребление этанола.
Ученые обещают поставить крест на облысении, используя трехмерную печать. Специалисты из исследовательской лаборатории L'Oréal опробуют новую технологию трехмерной печати для лечения облысения. Предполагается печать волосяных фолликулов, способных дать рост новым волосам. И поможет в этом компания Poetis, специализирующаяся на печати. Применяется лазерная биопечать для получения биологической ткани, в которой в трехмерном пространстве с высокой точностью можно располагать клетки и обеспечивать выживаемость этих клеток более 95%. Принтер испускает лазерный луч в картридж с чернилами, клеточная суспензия, взятая у пациентов с облысением, и подхватывает клетки, перенося их на основание с питательными веществами. Там клетки начинают расти. Производят эту операцию послойно, и так можно получить полноценный фолликул. Созданная биологическая ткань после должна дойти до кондиции, на что уходит около 3 недель. И уже в таком состоянии фолликулы можно пересаживать человеку. Клинических испытаний напечатанных фолликулов пока не проводилось. Новое устройство способно менять вкус продуктов. А многим людям, пытающимся сбросить вес, сложно отказаться от вредных, но вкусных сладостей. А некоторым не нравится вкус полезных продуктов, например, овощей. Уникальный прибор Taste Buddy, разработанный учеными из Лондонского городского университета, изменит жизнь этих людей. Устройство воздействует на вкусовые рецепторы с помощью тепловых и электрических сигналов. Taste Buddy — это 2 пластинки шириной около 2 см, которые подключены к громоздкому процессору. Пластинки крепятся на язык, пока прибор может вызвать только сладкий и соленый вкус. Чтобы появился сладкий вкус, Taste Buddy быстро нагревается и стимулирует вкусовые рецепторы, реагирующие на тепло. А когда на другие рецепторы воздействуют слабым электрическим током, человек чувствует соленый вкус. Специалисты планируют усовершенствовать устройство. Они говорят, что в будущем устройство может превращать вкус тофу во вкус стейка или вкус брокколи во вкус шоколада. Уникальную пересадку легких провели российские хирурги. В Федеральном научном центре трансплантологии искусственных органов имени Шумакова состоялась первая успешная пересадка легких ребенку, девочке, в России. С момента хирургического вмешательства прошло уже 25 дней, и врачи могут констатировать, пациентка чувствует себя хорошо. Комментирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Хочу поздравить коллектив института с первой в нашей стране трансплантацией легких ребенку. Всего в мире таких операций было проведено около 10. Девочка гуляет на улице и имеет определенную физическую нагрузку. А по словам главного внештатного трансплантолога Российской Федерации, директора института Сергея Готье, девочка смогла самостоятельно дышать через 18 часов после операции. Продолжительность сна у мужчины напрямую связана с его шансами стать отцом. Как показали исследования Бостонского университета, если мужчина спит более 9 часов в день, вероятность успешного оплодотворения яйцеклетки уменьшается на 42% по сравнению со стандартным 8-часовым сном. Этот вывод сделали по итогам анализа 695 пар, которые пытались зачать ребенка в течение полугода. Оказалось, опасен не только избыток сна, но и хронический недосып – менее 6 часов в день. Помимо продолжительности сна, важную роль играло и качество ночного сна. Наблюдается негативный эффект, если сон часто прерывается или мужчина не может сразу уснуть. Выявленную взаимосвязь ученые объясняют гормональной природой. Дело в том, что львиная доля тестостерона у мужчин вырабатывается по ночам. Специалисты выяснили, кто обычно дебоширит в самолете. Исследователи из Международного университета Флориды опросили 750 взрослых. Они попытались составить психологический портрет проблемного пассажира самолета. Добровольцы отвечали на вопросы о том, насколько характерно для них определенное поведение во время полета, включая преждевременное откидывание спинки кресла и конфликты с попутчиками. Ученые собрали и другую информацию, например, узнали пол добровольцев и выяснили, сколько раз участники летали на самолете. Еще специалисты оценили импульсивность, самоконтроль и эгоцентризм добровольцев. Исследование показало, люди, которые много раз летали на самолете, реже вели себя неприлично во время полета. Мужчины дебоширили чаще женщин. И это вовсе не удивительно, ведь по данным предыдущих исследований, мужчины более склонны к антисоциальному и рискованному поведению.
Боль может быть заразна, утверждают специалисты. Команда ученых из университета Портленда выяснила, что гиперчувствительность к боли может передаваться, по крайней мере, у мышей. И если у людей все так же, это может объяснить такие заболевания, как фибромиалгия, когда боль возникает без очевидной причины. В ходе эксперимента исследователи помещали двух грызунов в разные клетки, находящиеся на расстоянии от 1 до 2 метров. Животные не контактировали и даже не могли видеть друг друга. Экспериментальная мышь страдала от абстинентного синдрома после злоупотребления алкоголем или героином, либо животному вводили химический раздражитель в лапы. Затем специалисты оценивали чувствительность к боли у обоих грызунов. Они щекотали их, опускали кончики хвостов мышей в теплую воду и вводили раздражители в их лапы. Исследование показало, если экспериментальная мышь испытывала боль из-за абстинентного синдрома, то чувствительность к боли у второго грызуна была такой же высокой, как у нее. Видимо, данный механизм позволяет животным предупреждать друг друга об угрозе. Биологи научились управлять бактериями, синхронизировав их с компьютером. Сотрудники Высшей технической школы Цюриха совершили настоящий прорыв в биологии. Они объединили кишечную палочку с компьютером. Рост и движение получившейся бактерии киборга контролировался компьютерным алгоритмом и светом. Ученые использовали внешние световые сигналы, дабы изменить режим жизнедеятельности бактерий. Существуя в связи с компьютером, бактерия впервые стала активным участником эксперимента. По такому же принципу ее можно использовать и в других исследованиях, например, в тестировании препаратов. В подгузниках для детей содержатся канцерогены, предупреждают французские эксперты. Подгузники Pampers – одни из самых популярных в мире. И недавно эксперты из ассоциации ASF нашли в них следы канцерогенов. Оказалось, в подгузниках содержатся токсические соединения, связанные с несколькими типами рака, включая рак кожи, мочевого пузыря, печени и желудка. Данные соединения выявили в составе веществ, призванных защищать чувствительную кожу детей и предотвращать раздражение. Комментирует глава АСФ Людвин Феррер. Эти канцерогенные вещества находятся в контакте с самыми нежными частями тела ребенка в течение почти 24 часов в день. Хотя в подгузниках содержатся токсические соединения в малой концентрации, менее 0,2 мг на килограмм, что допускается в ЕС, это все равно не является нормой с этической точки зрения. А москиты-мутанты положат конец распространению тропических лихорадок. Ученые планируют выпустить армию из миллионов модифицированных москитов в Бразилии и Колумбии. Конечная цель – защитить людей от вируса Зика и прочих недугов, переносимых москитами. Москиты-мутанты заражены бактериями Вольбахия, ограничивающими распространение вирусов. Этот проект стоимостью $18 миллионов сделал ставку на вакцинацию москитов, а не людей. Реализация задуманного намечена на начало 2017 года. А на сегодня это все. Еще больше новостей и всего самого интересного, полезного и даже загадочного, связанного со здоровьем человека и окружающем его мире, можно узнать из наших пабликов ВКонтакте и Одноклассники. Не болейте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!